Добрый день, дорогие друзья, гости канала, мои любимые подписчики, зрители. Ну что, октябрь, да, сегодня 11 октября 2024 года, примерно 11 утра, и мы в Ташкенте. Если вы заметили, я сейчас нахожусь возле медресе Кукильдаш, да, и по просьбе нашей зрительницы, очень уважаемой зрительницы Галины Николаевны, я хочу показать ее родные места, прожитые здесь, в Ташкенте. Да, она долгое время нас просила снять ее родной дом по улице Наваи 3. Это возле панорамки, мы еще туда подойдем. Я там все покажу, Галина Николаевна. Также вы просили снять территорию ГУМа, которая находится напротив медресе Кукильдаш. Также бывшую гостиницу Москва, Чурсу. Сейчас туда тоже пройдем. И надеюсь, вам всем, конечно, моим зрителям будет интересно, что здесь так как поменялось за тот период, как вы уехали. Кто-то в разные года по разным причинам покинул нашу родину, обрел новую. И сегодня я вам покажу, как поменялся Ташкент. Да. Напротив медресе Кукильдаш стоит памятник такой уже, да, можно сказать, бывшей гостиницы Москва. Потом название Чурсу было этому строению. Да, там у нас ГУМ, главный универсальный магазин. Ну и вот медресе Кукильдаш. Очень интересное здание, много землетрясений выдержавшее. Было очень сильное землетрясение, которое его подкосило. Это еще в прошлом веке. Вот, я хочу вам дать некоторую такую историческую справку. Послушайте, я думаю, вам будет очень интересно. Потому что 16 век и до наших времен сохранилось вот это медресе почти в центре Ташкента. Это, дорогого стоит, да? Послушайте, пожалуйста. Медресе Кукильдаш расположена в старом городе недалеко от базара Чурсу. Построена в 16 веке, в 1570 году, в эпоху правления династии Шейбанидов. Руководил его строительством визирь Барак-хан и Дервиш-хан, получивший за свою близость к правителям прозвище Кукильдаш, то есть молочный брат. Медресе назвали в его честь. Оно стало не только учебным заведением, но и частью ансамбля главной городской площади. Здание медресе могло соперничать с красотой художественной облицовки и обилием небесно-голубой майолики с лучшими произведениями зодчих Самарканда и Бухары. Однако многочисленные землетрясения в XIX веке, реставрации и безразличие в период экономического упадка полностью изменили первоначальный облик строения. Медресе неоднократно приходило в упадок и использовалось не по назначению. Например, в XVII веке в нем располагался караван-сарай. В советский период, в середине 20 века, здесь располагались выставка, посвященная атеистическому образу жизни, затем экспозиции национальных инструментов Узбекистана. Полномасштабная реставрация Кукильдаша началась после обретения Узбекистаном независимости. Ее проводили по фотографиям, сохранившимся с 80-х годов XIX века. План здания остался традиционным для медресе. Большой внутренний двор, обрамленный двухэтажными худжрами, это жилые помещения для учеников медресе. Худжры соединяются с аудиториями для занятий мечетью с открытыми айванами. На одной из внутренних стен можно увидеть надпись, которая гласит: «Смерть неизбежна, но произведенные человеком работы остаются навечно». Главный портал, вход, примерно 15-20 метров в высоту, украшенный майоликой, был полностью восстановлен в традиционно бело-голубой гамме. По краям располагаются башни гульдаста, с которых мудзины призывают всех верующих на молитву. На окнах медресе можно увидеть решетки, панджара, которые надежно защищают от солнца. На решетках имена Аллаха и пророка Мухаммада. Полностью отреставрированное медресе Кукильдаш в настоящее время принимает более 100 студентов в год. Оно оснащено множеством учебных кабинетов, большой библиотекой, спортивным залом, кстати, столовой и общежитием. Здесь также есть и отдельный кабинет для обучения каллиграфии. Да, вот так сейчас выглядит уже отреставрированный медресе Кукильдаш, вы все видели. Надеюсь, вам интересно. Кстати, для гостей, туристов, вход платный, 15 тысяч сом, это где-то, $1 получается. Также женщины обязательно одевайте платки, потому что без
покрытой головы вас сюда просто не пустят. Да, здесь выдают платочки, румол так называемый, и вы смело можете накинуть. Я сейчас вам одно место покажу, когда мы занимались свадебной фотографией вплотную с Камилой. Это с 2005 по 2017-2018 год. Именно свадебной съемкой, свадебной фотографией. Как-то нас молодые попросили показать, запечатлеть необычные места в Ташкенте. И мы с ними приехали вот сюда, в это медресе. Ну, конечно, мы туда не заходили, потому что, это не то место, где можно было в свадебном наряде ходить, гулять. Мы вот здесь фотографировались. Вот на этом месте. Да, вот где машина стоит. Вот здесь я их сфотографировал. И я вам покажу сейчас фотографию, как это было сделано, да? Да, вот здесь. Если вы заметили, стоят вот такие вот ящички, да. Это для пожертвований, если у вас есть желание, намерение поддержать духовенство в Узбекистане. Вы можете оставить туда в щель, положить какую-то часть денежек. Вот, поэтому не стесняйтесь, делайте благое дело. Вот. Ну и следующий наш маленький рассказ будет, наверное, о вот этом монументальном здании. Да, бывшая гостиница «Москва». Тоже послушайте маленькую историческую справку, как она построена была. Я покажу фотографии старые. Вот. А потом мы потихоньку будем переходить дорогу в сторону ЦУМа. Вернее, в сторону БУМа, я прошу прощения. Да, это заброшенная гостиница в Узбекистане. Как говорится, привет из советского прошлого, потерянного, к сожалению. Да, сейчас мы перейдем дорогу. Здесь, если вы заметили, раньше, помните, здесь ходил трамвай, и было трамвайное кольцо. В далекое советское время. Вот. В 2016 году в Ташкенте почему-то решили отказаться от этого транспорта. Ну и сейчас здесь такая развязка. Вот. Сделали островки безопасности для пешеходов. Но нас интересует вот это здание. Да, сейчас мы с вами вновь переносимся в советские времена, понаблюдаем за строительством одной необычной гостиницы в Ташкенте, а затем я покажу, что осталось от нее. Ну, в принципе, вы сами все, можете сейчас видеть, и немножко такой экскурс в историю. Да, строительство гостиницы «Москва» в Ташкенте велось по проекту института Ташгипрогор под руководством архитектора Владимира Спивака. Возведение здания впервые в Ташкенте осуществлялось методом подъема перекрытий. Для размещения гостиницы выбрали площадь Чорсу, где проспект Наваи переходит в проспект Беруни. По заключению геологов, выбранное место было непригодно для строительства такого типа зданий. Чтобы обойти этот момент, основание объекта было усилено набивкой длинных свай, передающих вертикальную нагрузку на более плотные слои. Необходимая длина сваи определялась не их несущей способностью, а уровнем залегания опорного слоя и по ходу строительства менялась. Наблюдение за осадкой фундамента велось с начала строительства. Открытие гостиницы на 1000 мест состоялось в 1982 году. Красивое в то время необычное здание вскоре стало одним из символов города. Главной ее особенностью, помимо высоты, стали 3 угловые башни, напоминающие то ли минареты, то ли гульдастра, которыми оформляли в средневековой архитектуре Средней Азии фасады на углах. С развалом Советского Союза Москву переименовали в Чорсу. В начале 2000-х годов гостиницу закрыли на реконструкцию и стали передавать из рук в руки. Поговаривали даже, что она проклята, мол, потому что построили там, где нельзя. Сначала ее выкупила корейская компания, затем компания Demir Group, турецкая, по нулевой выкупной стоимости. Но и этот контракт не был исполнен. В 2020 году частная инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов выкупила гостиницу Чорсу в Ташкенте за 16 миллиардов сум. Стартовая цена была, кстати, на торгах 1 миллион сум.
Покупатель должен будет вложить как минимум 25 миллионов, в долларах, естественно, в течение 2 лет и создать 150 рабочих мест. Гостиница должна быть как минимум 3-звездочная. Что мы имеем на сегодняшний день? Рекламный баннер закрывает полуразрушившееся здание. Зияют дыры, от былого величия не осталось и следа. Никаких работ, к сожалению, не ведется. Почему? Непонятно. Прямо напротив находится одна из главных точек притяжения туристов – старый город и медресе Кукильдаш, где мы сейчас с вами были. Гостиница наверняка бы пользовалась спросом. Вид из нее открывался, вообще чудесный. При этом высотные здания, несмотря на сейсмическую активность, спокойно возводят в Ташкенте. Мы переходим дорогу от бывшей гостиницы Чорсу и идем в сторону ГУМа. Да, очень пешеходы придумали. Сейчас посмотрим, что находится в главном Бош универмаг Марказы, да? Да, старожилы, кто помнит, когда только построили это монументальное здание, перед ним были очень большие такие сделаны фонтаны. Сейчас, смотрите, фонтанов, к сожалению, нету. Да. Зато есть фудкорт, так называемый лаваш-центр и все такое. Переход с остановкой на месте. Да, мы можем, если кто хочет, по подземному переходу пройти дорогу. А мы давайте поднимемся наверх в сторону ГУМа. Да, к сожалению, фонтаны убрали и сделали, кажется, там автостоянку, если я не ошибаюсь. Сейчас мы подойдем поближе. Да, здесь сейчас территория автостоянки. Да, что-то тоже перестраивают. Зато есть библиотека. Вот так выглядит сейчас обновленное здание ГУМа. Да, очень много входов. Я так понимаю, что каждый вход — это какая-то компания. Здесь есть центральный. Да, Ташкентский торговый центр. Сейчас спросим разрешение. Здравствуйте. Ну что, друзья, я спросил сейчас у охраны разрешение на съемку, но мне сказали, что снимать в принципе нечего, по причине того, что сейчас здесь идет капитальный ремонт, причем всех этажей сразу. После того, как ГУМ поменял свое название на Туркваз, потом опять сейчас после всех ремонтных работ вернется опять ГУМ Молл. Представляете, будет название ГУМ Молл. Молл — это, сейчас такая европейская приставка, где собраны все бренды, магазины и все такое. Так что территория ГУМа полностью реконструируется. Да. Вот здесь, я помню, в 1986 году портрет Ленина висел. Были надписи 9 мая. В общем, на все праздники, вывешивали сюда какие-то транспаранты, портреты, лозунги и все такое. Вот эти магазинчики, которые, видите, здесь обувь, они продолжают работать. Маленькие. А сам ГУМ, к сожалению, а может быть и к счастью, его реконструируют. И уже эта реконструкция, она идет, как охранник сказал, уже в течение года. Когда закончат, информации нету. Жалко то, что здесь фонтаны убрали. Это вообще, честно говоря, и беда, можно сказать. Сейчас здесь стоянка, видите? Хотя были очень приличные фонтаны. В советское время работали. Вот так сейчас выглядит ГУМ. Да, давайте также послушаем маленькую историческую справку об этом месте. А я вам окрестности поснимаю. Ташкентский ГУМ. Начало. Это был уникальный торговый гигант, как для Ташкента, так и для всей Средней Азии. Ташкент, 1960-е годы, улица Наваи, строительство ГУМа.
74-й год. Недавно открытый ГУМ. Деревья еще совсем маленькие. Это был уникальный торговый центр, где применялись самые современные технологии в строительстве и новые методы в торговле. А вы знаете, что на 4-м этаже размещался раньше ресторан на 300 мест и столовая закрытого типа для сотрудников универмага на 150 мест? Здесь же был раньше запроектирован демонстрационный зал на 200 мест. Ресторан и демонстрационный зал, имеющие общую эстраду, скомпонованы так, что демонстрация мод возможна одновременно и для сидящих в зале, и для посетителей ресторана. Представляете? А вот сейчас смотрите, какое очень милое фото из 70-х годов девушка и ослик на фоне ташкентского ГУМа. Да, вот так вот продавали дефицит, снято за ГУМом, вероятнее всего продают импортные женские чулки. Да, ах, какие были фонтаны. Немногие знают, что кроме красоты, фонтаны выполняли важную техническую функцию. Они являлись составной частью системы кондиционирования здания. В летнюю жару фонтаны были настоящим спасением для ташкентцев и гостей столицы. Ну что, посмотрите, вот такое фото. Да, кто-то, может быть, себя узнает. Кто-то, возможно, здесь тоже купался. Напишите, пожалуйста, в комментарии. А вот еще интересное фото, смотрите, из 85-го года. Чистка овощей для кафе и ресторана ГУМа. Это последний этаж, представляете? Четко, грамотно. Вот. Ну, а мы давайте пройдемся дальше. То, что сейчас происходит в Ташкенте, вы видите. Да. И мы по просьбе Галины Николаевны, нашей зрительницы, очень доброжелательной, она несколько раз просила меня снять вот эти места, начиная от гостиницы «Москва» и до ее дома. И так уж получалось, что все не было времени у меня. И сейчас пятница, в субботу мы опять выезжаем, у нас постоянная работа есть. Вот, и у нас сейчас выдалось свободное время сделать съемку по ее просьбе. Да, Галина Николаевна, я на вашей любимой улице Наваи. Ну что, давайте перейдем дорогу, и я вам покажу книжный пассаж, так называемый, да, напротив ГУМа. То есть магазины, которые торговали здесь книгами. Надеюсь, они здесь также остались. Так, если я не ошибаюсь, это у нас 44-й, кажется, или 42-й дом. Да. Что мы здесь видим? Да, книжный магазин. Вот один из книжных магазинов, он здесь. Вот он. Китоп Накше. Давайте дальше прогуляемся. Раньше здесь был действительно очень много магазинов, которые продавали книги. Вот еще один. Анор Китоблар. Да, может быть, они сейчас по-другому называются. Но это вот как раз те магазины, которые торговали книгами. Вот Ансор Букс. Пожалуйста, тоже на месте. Да, мы гуляем напротив ГУМа. Канцелярские магазины. Вот, оптом книги, пожалуйста. Да, книжный пассаж на месте. У них другие названия, но суть остается прежней. Так, вот этот, кажется, 44-й дом следующий. Да, здесь тоже, кстати, книжные магазины. Вот они. Мир книг, Чорсу, пожалуйста. Очень большой магазин по продаже книг. Смотрите, чинара какая. Вот это да. Ну что, Галина Николаевна, мы идем дальше, к вашему 3-му дому. Да, мы перейдем дорогу и пройдем уже в сторону Хадры.
Я буду со стороны дороги показывать, как что здесь поменялось. Мы будем гулять и дойдем до вашего дома. Сегодня хорошая погода, не солнечно, и такой приятный свет, как будто софтбокс, да, сверху одели. Солнце в глаза не бьет, немножко пасмурно, обещали дожди в Ташкенте, пока их нету, и у нас есть возможность немножко погулять. Ну что, сейчас мы выходим потихонечку на площадь Хадра, да, к цирку. Если мы поедем направо, то это улица Дружбы народов, да, на улице Мукими. Вот, прямо у нас Ташкент-Сити. Ну, а мы гуляем по улице Алишера Наваи. Да, с ГУМом меня тоже связывают кое-какие воспоминания, когда я был совсем маленьким, ребенком, где-то в начале 80-х годов. Мы с мамой сюда приходили, поднимались по эскалаторам на второй, третий этаж. На третьем или четвертом этаже, кажется, там был то ли ресторан, то ли кафе. Но мы туда не поднимались, а в основном мама меня брала, чтобы сделать какие-то продукты на базаре. Ну и зайти в ГУМ, то есть посмотреть, какие там вещи. И меня все время пугала машина, которая трет вот этот мрамор. На ней сидела такая тетка, и она так гудела. Я все время убегал, да, от этого шума. Вот. Ну что, мы вышли потихоньку на Хадру. И сейчас постараемся пройти через подземный переход, потому что, я так понимаю, сверху мы не сможем пройти. Да, над нами сейчас проспект Алишера Наваи. Ну, а мы потихоньку наматываем шаги и гуляем с вами по этой улице. Да. Дорогие друзья, рубрика «Ташкент. Дом вашего детства», она в силе. Пожалуйста, смело, если вы хотите увидеть свои родные места детства, прожитые в Ташкенте, смело мне наговаривайте голосовым сообщением. Наш телеграм, он сейчас появится. Вот сюда, да. Оставляйте свои просьбы голосовым сообщением, что бы вы хотели увидеть в нашем родном Ташкенте. Я постараюсь вам обязательно показать. Мы вышли на Хадру. Да, цирк у нас вот за этими деревьями. Кто не видел наш репортаж, ссылочка сейчас появится, посмотрите, пожалуйста. Мы снимали здесь, гуляли тоже, и специально я прошелся до цирка. Если вы хотите посмотреть, как он выглядит, пройдите сейчас по ссылочке, там все вы можете увидеть. Да. Дружба народов прямо по курсу. Слева у нас Ташкент-Сити. Ну, а мы идем дальше. Уским Сынаат. Здание. Одно из старинных зданий в Ташкенте. Да, туда, в сторону Ганги. Да, мне тоже нравится эта улица. Она такая родная, можно сказать. Визитная карточка Ташкента. Да, напротив были, помните,
ярмарка, где продавалась разная теле, радио, фото, видео, аудио аппаратура. Ну, нам та сторона сейчас не интересна, потому что тут все застроили новыми зданиями. А мы гуляем и смотрим именно старый Ташкент. Да, те здания, которые и у вас в памяти остались. Ну и у меня тоже. Ну и смотрим, как сейчас меняется Ташкент. У нас остановочка. Если я не ошибаюсь, здесь у нас какой-то институт. Да, газеты кому нужны. Правда Востока в цвете. Да. Любители кроссвордов. Вот вам Союз Печать. Помните, были такие? Сейчас это Матбуот. Да, газеты выпускают в Ташкенте. Вот. Можете смело приобретать. Так, академический драматический театр национальный в Узбекистане. Вот он. И какие милые тетушки идут. Ресторан «Актер» на первом этаже. Да, реклама «Премьер». Смотрите, какая раньше была архитектура на зданиях. Такая в национальном стиле, видите, да? Вот, все сохранено. И надеюсь, оно еще будет долго служить и радовать глаз ваши глаза, наши зрители. Ну и наши, кто здесь остался, кто здесь живет. Да. Многие почему-то думают, кто только заходит ради одного ролика, думают, что я с России, и я приехал сюда снимать. Нет. Я коренной ташкентец, вырос на Юнусабаде в 7 квартале, А4 тогда еще. Вот. Также по просьбе зрителей мы снимали почти весь Юнусабад. Да, потому что это и тоже мои родные места, мне было интересно. Вот. Так что, да, я родился, вырос, живу в Ташкенте, никуда не собираюсь уезжать, мне здесь нравится. Это мой родной город. Конечно, многие, кто уехал, они также жалеют, что уехали. Многие возвращаются. Вот. Поэтому, где родился, как говорится, там и пригодился. Да, у всех разные причины, это можно понять. Отъезда, переезда в другие страны. Ну что ж, в любом случае, я так понимаю, судя по вашим комментариям, которые вы пишете, спасибо всем за обратную связь, нам это очень-очень приятно, это нас стимулирует снимать и показывать Ташкент вам еще больше. Вот, и я понимаю, что у вас такая сильная ностальгия увидеть свой родной дом, двор, и что, конечно, мы и делаем. Да. Кстати, полюбить мне мой город сам помогла служба в армии. Да, когда я служил в армии, причем недалеко от Ташкента, можно сказать, в Самарканде. И вот эти 1,5 года, которые я служил, после того, как я вернулся, я сам за собой заметил, что я очень сильно полюбил свой родной дом. Хотя, что тут говорить, тут 350 километров от Ташкента до Самарканда. Вот. Я понимаю, что многие, люди по 30-40 лет не были в Ташкенте, каково им ощущать вот эту ностальгию
Особенно, когда они видят свой родной дом, двор. Да, аж слезы наворачиваются. И когда наша рубрика «Ташкент. Дом вашего детства», она зародилась и уже начала потихоньку действовать, то есть я съездил, показал по просьбам зрителей несколько адресов, я решил заехать в свой родной дом, где я родился, на Юнусабаде. Включил камеру и пошел. Кстати, ролик, если интересно, юнусабадцы, кто проживал, посмотрите, вот сейчас здесь будет подсказка вверху. И я поднимался по своим ступенькам на 3-й этаж 4-этажного дома. А4, дом 4. И я почувствовал, что у меня началось сильно биться сердце. И такое чувство, когда ты в этом доме, в этом подъезде играл, родился, вырос, вот, и ты сейчас по нему ходишь, вот здесь, да, это очень такое действительно непередаваемое ощущение. Ну и это тоже меня немножко стимулирует показывать вам ваш родной Ташкент, потому что я знаю эти ощущения, эти эмоции. Ты просто всеми клеточками своего тела, души проникаешь опять в эти воспоминания, в детские. И они, конечно, очень теплые, добрые. Вот такое вот здание у нас с колоннами. Да, тоже старинная. Вообще вот эта улица, она строилась, если я не ошибаюсь, в начале 40-х годов, кажется, прошлого столетия. Да. Ну, мы продолжаем путь по Наваи. Раньше здесь была трамвайная линия, да, помните? Если я найду фотографии, я обязательно покажу вам несколько фотографий. Еще когда трамвай здесь ходил. Тоже посмотрите, я думаю, будет вам тоже интересно. Очень-очень выросли сильно деревья. На многих старинных фотографиях деревья еще маленькие, а может быть даже их еще не высажали, только здания стояли. Вот, а сейчас у нас, видите, какие чинары. И прям туннель, видите какой? Да, что очень приятно. Так, мы в Шайхантаурском районе. Махаля Хадра. Такая арочка у них, видите, красивая. Так, вот это здание, если я не ошибаюсь, это бывший телеграф. Из-за деревьев практически ничего не видно. Я вам покажу сейчас фотографию, вставлю, как это выглядело раньше. Черно-белый кадр есть. Смотрите. Да. Вот бывшее здание телеграф. Колонны с фонарями остались. По 5 фонариков на каждом столбе. Да, коммунальщики работают. Убирают. Спасибо им огромное. Да, следят за чистотой города. Это очень радует. Вот такое красивое старинное здание. Да, помните, да? Раньше Наваийскую ярмарку. А до нее в 80-х годах, вон там в котловане, чуть-чуть в яме, да, получается, раньше приезжал Луна-парк. Да, одно время он приезжал раньше, еще ранее на парк Тельмана, а потом он приезжал уже сюда. Вот. И кто помнит разные аттракционы чешского лунопарка. Жвачки Педро. Такие красные, да? Вот, вообще была мечта школьников. Кстати, вот школьники наши куда-то собрались. Автобус их ждет. Да, на какую-то экскурсию, скорее всего. Ребят, куда собрались? На экскурсию? Здрасте, здрасте. Да.
Да, по просьбе нашей зрительницы мы здесь снимали ее дом. Вот тут, кажется, на 3-м этаже, если я не ошибаюсь. Надеюсь, она увидит свой родной дом еще раз. Да, улица Наваи, 26. 26. Знаменитый магазин Беллонна. Да, это мебель. Здесь продают мебель. Причем он уже еще из советских времен, кажется, этот магазин здесь. Да, вот такая арка, вход во двор. Ну что, мы потихоньку выходим на улицу Перекресток Абая. Это если мы сейчас налево повернем. А я вам покажу вот такой старинный домик. Балкончики, обратите внимание, да? Как раньше строили. Давайте перейдем дорогу. Кстати, сейчас я дойду вон до туда, до того светофора. И развернусь и сделаю вам кадр один. И мы увидим на этой фотографии, которую я вам представлю, да, с этого места была ранее снята. Наверное, последний троллейбус в Ташкенте. Так, ну что, идем? Идем. Да, вот на этом перекрестке сломался то ли троллейбус, то ли еще что-то. Сейчас фотография будет, вы увидите. Ну, это наша улица Наваи. Да, вот отсюда была она сфотографирована, снята. Здание на месте. Ну что, мы перешли дорогу. Обратите внимание, здесь у нас две пешеходные дорожки. Одна ближе к дороге, другая чуть глубже. Да, и все это вокруг музея Алишера Наваи, Государственного музея. Да, опять же таки мы здесь возвращаемся, я провожу вам съемку ваших родных мест. Здесь у нас памятник нашему великому мыслителю Алишеру Наваи. Вот такая зона фонтанная. Ну, а мы идем дальше. Да, Галина Николаевна, вы написали, что вам уже 87 лет. И я прошу прощения, что раньше не смог показать вам ваш родной дом. Но сейчас мы исправляемся и это делаем, да, выполняем вашу просьбу. Мы подойдем ближе и, я так понимаю, наверное, вам тяжело отправлять голосовые сообщения. Я зачитаю, ну, с вашего разрешения их сам, хорошо? Вот, вашу просьбу. И мы послушаем, что вы хотели увидеть в вашем адресном ролике. Да, обратите внимание, одно из старинных зданий. Вот. Смотрите, какой там балкон с навесом, да?
21 дом. Балкончики. Вот вы все, наверное, когда видите вот эту архитектуру, я думаю, вы со мной согласны, да? Какая она все-таки добрая, теплая, уютная. Вот как-то раньше строители, они чувствовали, наверное, да, что это будет нравиться очень долгое время жителям Ташкента. Вот именно такой стиль постройки. Потому что он действительно вызывает очень теплые и добрые чувства. Вот эта арочка. Ну и через дорогу. Это тоже все старинные здания. Да, с правой стороны у нас инкассация. Когда мы открывали патент для работы фотографом в студии, арендовали помещение. Да, сюда, конечно, мне часто приходилось ездить, чтобы заключать договора с инкассацией. Вот. Брать у них мешки для денег, для инкассации. В общем, все делалось по закону. Да. Естественно, нужно платить налоги, не забывать про это. И тогда у тебя будет все хорошо. Будешь спать спокойно. Так, 17-й дом мы проходим. Возможно, здесь кто-то проживал. Тоже увидеть свои окна. Ну и мы потихоньку выходим к кинотеатру «Панорамный». Да, если хотите увидеть, как он сейчас выглядит, я опять же таки прикреплю в верхнем углу подсказочку о этом кинотеатре. Да, мы здесь тоже побывали. Я, честно говоря, был сам в таком приятном удивлении, что сейчас там. Очень красиво все оборудовано, все сделано, глаз радует, практически музей, да, вы заходите на первый этаж и видите просто музейные экспонаты истории узбекского кино. Да, здесь у нас табло, оно почему-то не работает. Обычно здесь реклама фильмов, которые идут в кинотеатре «Панорам» до сих пор. Да, в этом году почему-то перенесли очередной ташкентский кинофестиваль стран Центральной Азии и Латинской Америки. Помните, такой был в советское время? Да, из-за того, что очень много культурных мероприятий в Ташкенте, ну и ежегодный кинофестиваль, просто не мог вписаться в эти даты, потому что все было загружено. Да, культурная жизнь в Ташкенте растет. Не то, что растет, она и была всегда, но сейчас она очень ярко, можно сказать, выраженно представлена. Очень много мероприятий в Ташкенте разного плана. Вот, так что до того дошло, что просто кинофестиваля не было времени уделить и его организовать. Да, вот так вот выглядит сейчас «Панорамный». Ближе подойду, еще раз вам покажу его. Да, это кинотеатр тоже моего детства. С родителями мы сюда ходили смотреть фильмы. Да, вон там, видите, где написано «Узбекистан, Милей кино, Санати, Сарои». То есть дворец кино. Там был раньше ресторанчик. Не то что ресторанчик, а кафе. Вот, и перед сеансом все туда бегали. Такой длинный коридор, да? Здесь стеклянные окна были. Вот, длинный коридор, и там подкреплялись разными пирожками и все такое. Ну что, друзья, мне нужно найти теперь дом номер 3. Он где-то здесь.
Сейчас я перейду дорогу и посмотрю. Гостиница Шодлик на месте. Театр Ильхон тоже там. А вот ЗАГСа уже нету. Да, в советское время там был ЗАГС. Здесь где-то должен быть дом номер 3. Так. Тут у нас какое-то учреждение. Тут университет. Да, Вебстерский университет сейчас. Но нам нужно попасть в жилой дом номер 3. Скорее всего, мы, наверное, обойдем сейчас университет, здание, да, вот это. И я вам постараюсь показать ваш дом, Галина Николаевна. Так, ребята устанавливают видеокамеры. Безопасность прежде всего. Да, обратите внимание, остались, да, у нас фонари. Вот они. Ну и студенты Вебстера. Архитектурный институт, если я не ошибаюсь, в советское время был, да, здесь? Да, и постсоветское долгое время здание было. Ну что, друзья, мы на улице Наваи и любуемся старой архитектурой этой улицы. Да, потому что это все наше родное, наш родной именно тот Ташкент, который вы все любите, помните, знаете. Агентство трудоустройства, скорее всего, если я не ошибаюсь. И вот дальше построено в этом старинном стиле этой улицы, да, в этом как бы в таком ансамбле. Обратите внимание, вот это здание, оно построено именно в том стиле, который мы сейчас вот гуляли, видели. Это вот хороший, добрый пример всем застройщикам, которые, просто, как бы, не то что обязаны, но хотя бы придерживались бы той стилистики, на которой улицы они строят, и желательно строили именно такие дома. Видите? Тоже балкончики, тоже в национальном стиле все сделано красиво. Да. Так, здание Трастбанка. Да, скорее всего, я, кажется, не дошел еще до дома номер 3, потому что вот это симпатичное здание, дом номер 9. Ну, а мы потихоньку дошли до Урды. Да, вот так сейчас выглядит площадь перекресток Урда. Знаменитый магазин «Динамо», он чуть-чуть выше дальше. Но он сейчас уже так не называется. Просто там спортивные товары продают. Хотя, может быть, и называется.
Да, Динамо. Вон вижу надпись желтую, да. Надпись есть. Динамо на месте. Вот такой перекресток сейчас современный здесь с островками безопасности для пешеходов, потому что, ну, слишком широкие полосы. Чтобы дойти и перейти эту дорогу, нужно обязательно где-то передохнуть, остановиться. Да, вот здание Трастбанка. Наша всеми любимая Урда. Расскажите, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие изменения вы видите в Ташкенте, что поменялось в вашей памяти, когда вы здесь проживали. Галина Николаевна, ну что, мы подходим к вашему дому. Я сейчас обойду его и постараюсь зайти со стороны подъездов, если там открыто. Я покажу вам ваш родной двор. Вот ваш дом. Угловой на Урде. Да, он напротив банка. Банк относительно недавно построен, относительно вашего дома. Да, вот так вот выглядит сейчас ваш дом. Дом номер 3 по улице Наваи. Рядом дом номер 5. Такие ворота здесь. Вот такой вот дом. Да. Очень уютный двор. Очень тихая территория. Мы в вашем дворе. Двор номер 5 дома. Галина Николаевна, мы побывали в вашем дворе. Заходить я не стал, потому что, ну, это как бы не очень сейчас будет приятно остальным жителям. Будет много вопросов, поэтому ваш дом, вот он. Да, мы его проходим. Надеюсь, вы увидели свои окна, свой двор, и вам было приятно. Ну, а мы идем дальше, в сторону Урды, как вы просили. Давайте дойдем до канала Анхор, и я покажу, что там, как сейчас там. Давайте я вам покажу сейчас также Урду, потому что я знаю, что это тоже ваше родное место, как и многих ташкентцев. Да, посмотрите, как что сейчас здесь поменялось. Деревья, смотрите, какие чинары толстые. Да, выросли, не обхватишь, особенно вот следующее. Да, мы дойдем сейчас до Анхора. Смотрите, какая чинара. Да, здесь, наверное, 4-5 придется нам встать, чтобы обхватить его. Идемте на остановку, выйдем. Вот она, наша Урда. Да,
домик с башенкой. Он на месте. Да, я буду показывать фотографии старинные, снятые в том или ином месте на этой улице. И мы будем сравнивать, что тут поменялось. Да, и сейчас я хочу дойти до набережной вот здесь. И показать вам старинный один снимок черно-белый. Именно нам нужно дойти до той точки, откуда был снят. Вот здесь. Да, наш любимый Анхор. Даже, скорее всего, вот с этой точки. Смотрите, какая чистая вода. Прямо лазурная. Да, объявление: купаться запрещено. Да, не испытывайте судьбу. Во-первых, это уже официальное предупреждение. Ну, если только, наверное, моржам. Клуб моржей был, если я не ошибаюсь, чуть дальше, ближе к Пахтакору. Ну, наверное, им можно. Они тут в любое время были. Да, смотрите, какая красота. Да, это у нас октябрь. Октябрь в Ташкенте. Все еще практически пока зеленое, хотя есть некоторые моменты, деревья уже, видите, желтеют. Здесь уже оно осыпалось практически. Да, дом номер 2 по улице Анхор, набережная Анхора. Номер 4. Ну и наш Анхор. Весь в красе. Ну, смотрите, уточки. Сколько уточек. Смотрите, как мило. Полетели. Что замечательно. Салон. Зашли через. Смотрите. Какая чистая вода. И утки прилетели. И спокойно плавают. Вон как, смотрите, прилетели. Дорогие друзья, всем, кто смотрит наш канал, вы тоже, наверное, увидели, как сейчас, что в Ташкенте. Ну и не забывайте оставлять свои комментарии, делитесь нашим видеороликом, потому что это все продвигает его выше и выше, чтобы посмотреть. Да. Также, если вы также хотите увидеть свои родные места детства, прожитые в Ташкенте, смело мне наговаривайте ваши просьбы, оставляйте сообщения голосовые в Telegram вот здесь. И я постараюсь все для вас снять, выполнить. Я думаю, вам всем будет приятно. Да, рубрика «Ташкент. Дом вашего детства». Вы были на канале Рустам и Камила. Всем всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.